Привет! Всем доброго времени суток! Вы на канале Power Device, и у меня подоспел очередной интересный ролик. Сейчас мы поговорим о нескольких вещах. Во-первых, главная часть этого видео – это скрытая настройка Android 13, которая находится во всех Android смартфонах, соответственно с Android 13. Она поможет сохранить вам более лучшую конфиденциальность. Повторюсь, что данную настройку можно будет включить на любых Android смартфонах, неважно Xiaomi это, Realme, OnePlus и так далее. Также отдельно поговорим про смартфоны Xiaomi, MIUI 14 и суперпапки, которые там можно создавать. Не все знают, что в них можно удобно размещать активные ярлыки. Плюсом ко всему этому на Android смартфонах, опять же неважно на Xiaomi или Realme, покажу, как увеличить мощность фонарика. Итак, начнем по порядку, а именно с суперпапок в системе MIUI 14. Как вы знаете, если у вас MIUI 14 и у вас создана какая-то папка на рабочем столе, если на ней удержать, можно изменять ее вид. Но, друзья, этой функции, к сожалению, нет на бюджетных смартфонах. Если же она у вас есть, то вы можете изменять вид папки. Например, на такой. Либо такой. Так вот, небольшая хитрость и фишка состоит в том, что, как вы знаете, в этой папке ярлыки остаются активными. То есть те приложения, которые мы нажимаем внутри папки. И мало кто этим пользуется. Если удержать эту папку, изменить размер на XXL, то все ярлыки в ней будут активные. Так они гораздо меньше места занимают на вашем рабочем столе. Но при этом в один клик вы их также можете использовать. Здесь мы подходим к главному моменту. Делаем щипок на рабочем столе, нажимаем виджеты. Если вы пользуетесь вот этими ярлыками быстрого доступа, то все их можно переместить на свой рабочий стол. Теперь переносим их в папку, удерживаем на одном, переносим на другой. Создается папка и перекидываем туда все. Изменяем вид папки на XXL. Теперь все эти ярлыки находятся в компактном месте на нашем рабочем столе. При этом они остаются активными. Для кого-то это будет очень удобно. Теперь, друзья, раз уж мы перенесли сюда фонарик, мы плавно переходим к следующей части видео. Как увеличить мощность фонарика на всех Android смартфонах. Не переключайтесь, после этого перейдем к скрытой настройке Android 13, которая вам понравится. Также, пожалуйста, не забудьте поставить этому видео лайк и подпишитесь на канал. Включайте колокольчик, чтобы не пропускать следующие интересные ролики. Ну а мы продолжаем. Итак, друзья, смотрите, если на смартфонах Xiaomi зайти в настройки, о телефоне, подробная информация и характеристики, спускаемся немного ниже, находим версии ядра. Клацаем по нему много раз, пока не попадем в инженерное меню. Здесь сразу отмечу, что вход в это инженерное меню на некоторых моделях может отличаться, так же как и само меню. Если на смартфоне Realme таким образом вам не удалось зайти в инженерное меню, попробуйте набрать звездочка решетка 899 решетка. Это делается в обычном набирателе номера телефона. Но, как я уже говорил, инженерные меню могут отличаться друг от друга. И, к сожалению, не на всех есть такая функция Notification Light. На Xiaomi заходим в нее. Нажимаем On-Off, это наш фонарик. Когда мы его включаем, друзья, мы видим стандартную мощность нашего фонарика. Так вот, если потянуть вот этот ползунок вправо, то мощность максимально увеличивается. На камеру это не сильно видно, но на самом деле фонарик становится гораздо ярче. Также здесь многое зависит от вашего светодиода. На моем Redmi Note 10 Pro он маленький. Если, к примеру, у вас будет вот такой большой двойной светодиод, то он будет светить гораздо ярче. Думаю, здесь все понятно. Также в это инженерное меню можно заходить в один клик. Для этого нам понадобится приложение Activity Launcher. Скачать вы его сможете в моем Telegram, ссылку оставлю под этим роликом в описании. После установки удержите на нем о приложении. Зайдите в другие разрешения, ярлыки рабочего стола включаем всегда разрешать. Теперь открываем Activity Launcher, ждем пока он загрузится, открываем поиск, в поиске пишем SID. Разворачиваем вот это меню и находим такую вкладку, она у меня вторая, на ней нет замочка. Строка подписана как SID Launcher Activity. Если на нее нажать, мы попадаем в то же инженерное меню. Напротив этой строки нажимаем три точки Create Shortcut.
Теперь на нашем рабочем столе создался ярлык, который ведет в инженерное меню. Далее, друзья, как я и говорил, покажу вам скрытую настройку Android 13, которая увеличит вашу конфиденциальность и защитит от отслеживания рекламы. Это работает на всех смартфонах, начиная с 13-го Android. Покажу на примере Xiaomi, а также Realme. Если у вас Xiaomi, то в поиске начинаем писать Add Services. У вас должна появиться вкладка «Система Android». В ней сперва находим такой пункт Add Services Settings Main Activity. Это она. Заходим в нее. Примите участие в бета-тестировании конфиденциальности в рекламе для Android. Здесь нужно поставить эту галочку, а потом в следующих настройках подтвердить ваше участие. Ставим эту галочку, делаем шаг назад. Теперь в Activity Launcher находим еще вот такую вкладку Consent Notification Activity. Заходим в нее. Конфиденциальность в рекламе для Android. С новыми функциями защиты конфиденциальности, реализованными с помощью технологии Privacy Sandbox, приложения могут показывать релевантную рекламу и получать ограниченный доступ к сведениям о ваших действиях на сайтах и в продуктах других разработчиков. В общем, здесь спускаемся вниз, нажимаем «Включить». Теперь на вашем устройстве включены технологии Privacy Sandbox. В общем, лучшая защита о вашем отслеживании у нас включена. Нажимаем ОК. Теперь покажу то же самое на смартфонах Realme, OnePlus и Oppo. В Activity Launcher начинаем также писать Add Services. В принципе, на моем GT Neo 3 находится все то же самое. Система Android, потом нажимаем вот эту вкладку. Активируем галочку, делаем шаг назад и нажимаем вкладку выше нее. Нажимаем «Включить». ОК. Также, возможно, на этих смартфонах в поиске вам нужно написать Consent. После этого двигаемся немного вниз. Я сверну сервисы Google, и вот здесь у меня появляется система Android. Под ней одна вкладка, нажимаем на нее. Двигаемся также вниз, нажимаем «Включить», «Открыть настройки» и убеждаемся, что эта галочка у нас включена. Дополнительные настройки конфиденциальности включены как на Xiaomi, так и на Realme. Друзья, пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому видео. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, постараюсь помочь. Не забудьте подписаться на канал, обязательно включайте колокольчик, чтобы не пропускать свежие ролики. На этой ноте буду завершать свой ролик. Желаю всем только качественных девайсов и правильных настроек. Всем пока!